Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам различной военной техники в масштабе 1 к 43 из моей коллекции. И сегодня я вам покажу редкого гостя. Это танк Т-72А в коробке Premium Classics. И это относительно свежая новинка в Европе. Модель появилась в продаже в 2020 году. Она продается за 68 евро, по нынешнему курсу это 6150 рублей, довольно большая сумма за такой уровень проработки. И интересное наблюдение то, что точно такой же танк в коробке Start Scale Models в России продают за 2450 рублей. Каких-либо отличий у двух моделей я не обнаружил, точно такой же цвет, точно такой же дисплей-кейс, отличается только картонка, и на модели от Premium Classics единственное нанесли небольшие логотипы Национальной народной армии ГДР. Но, в принципе, если вы хотите, вы можете найти набор декалей за 100 рублей и наклеить их самостоятельно. И также аналогичный танк выходил в рамках журнальной серии от Madimio Collections «Наши танки» под номером 1. Та модель появилась в продаже в 2018 году, и на первый выпуск я делал детальный видеообзор. Кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. Если вам будет интересно, я поищу тот танк, и на втором канале я сделаю сравнительный видеоролик, и мы посмотрим, чем друг от друга отличаются две масштабные копии, рассчитанные на разную целевую аудиторию. И здесь коробка стандартного размера, в точно такую же упаковку пакуются небольшие грузовики, автобусы, возможно троллейбусы. И здесь бокс от SSM. Также на нижней стороне подиума есть логотип Start Scale Models. На нижней стороне картонной коробки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, разработаны Madimio Engineering. Есть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете, и указан прототип Т-72А. И здесь не указан год создания прототипа, но модель позиционируется как техника 1971 года. И Костроме надо отдать должное, у них вполне хорошая гусеничная техника, хотя, возможно, есть некоторые упрощения. И этот танк не является исключением, здесь, возможно, за основу взяли некий собирательный образ. Я небольшой знаток военной техники, я знаю, что у танка есть гусеницы, пушка, броня, а как называются различные узлы, я затрудняюсь ответить, поэтому если ошибусь, поправьте меня в комментариях и не судите строго. И, конечно, танки это не основное направление в моей коллекции, и подобной техники можно пересчитать по пальцам. Некоторую технику я вам уже показывал в своих видеообзорах. И этот танк я купил просто как дополнение, чтобы поставить его на трал-тяжеловоз, который я вам покажу чуть позже в моем видеоролике. И здесь также есть страховочный блистер, который предотвращает поломку модели при неправильной транспортировке. Но нужно быть аккуратным при изъятии модели из бокса, потому что могут сломаться мелкие пластиковые детали. И здесь вполне удачная окраска, цвет типичный для советской техники 70-х, 80-х годов, и Кострома в похожий окрас красит абсолютно любые грузовики, автобусы. Видимо, они закупили цистерну с краской, и несмотря на то, что прототипы по годам выпуска могут отличаться в плане окраски, Кострома их красит одним цветом. Но, повторюсь, это вполне удачное сочетание цветов. И здесь пластиковые детали отличаются от металлических по тону, и это проблема костромских изделий. Видимо, они совершенно не подготавливают модель перед покрасочными работами. Здесь подвижная башня, она вращается на 360 градусов, а ствол у модели в статичном положении, и, конечно, здесь тоже можно было как-то реализовать механизм подъема. Если вы посмотрите на дуло, то здесь нету сквозного отверстия, могли хотя бы зачернить, чтобы придать модели более реалистичный вид. И я видел, некоторые конверсионщики меняли ствол на трубку из латуни, окрашивали ее, и, конечно, в таком виде модель смотрелась намного презентабельней. Но свою модель я не буду дорабатывать, и не хватало еще покупать модель за 6000, чтобы ее полностью разбирать и пол модели переделывать под свои нужды. Повторюсь, я
такие модели особо не собираю, и это больше как небольшое дополнение в коллекции. Если вы посмотрите на башню, то здесь очень много мелких интересных деталей. Правда, большая их часть отлита вместе с корпусом конструкции. Есть элементы активной защиты, прожектор, дальномеры, приборы ночного видения. Также здесь отдельным элементом сделали правый лючок и на него установили зенитный пулемет. И пулемет здесь тоже довольно хорошо проработан, но я помню, мне в комментариях писали, что этот пулемет не совсем достоверен, должны быть некоторые узлы, которых здесь просто не изобразили в угоду упрощения конструкции. И этот пулемет крепится на очень тонкой ножке, он болтается, и его можно сломать, если вы неаккуратно будете брать модель в руки. Также здесь на башне установили ящики, и когда я впервые получил эту модель, у меня задний ящик отвалился. И он тоже не очень аккуратно приклеен, здесь встречаются и пятна клея, и мусор в лакокрасочном покрытии, но это традиционно костромское китайское качество сборки. Также спереди здесь присутствует прожектор с правой стороны, есть дополнительные габаритные огни, они обозначены красным лаком, и на журнальной модели, по-моему, светотехнику никак не обозначили, а просто окрасили в цвет корпуса танка. Если посмотреть на опорные катки, то это окрашенные детали, также черным цветом выделили бандаж, но катки здесь статичны и крутится только звездочка. И также здесь установлены резиновые траки. Они пока что не оплавили подиум и катки, но зачастую на костромских моделях с резиновыми деталями беда. И они по истечении времени выделяют пластификатор, который разъедает все, с чем он сталкивается. Сзади установили два топливных бака, также присутствует окрашенный брус и натянули трос. Это резиновая деталь, ее можно было тоже сделать как-то более реалистично. На верхней части заднего отсека обозначили вентиляционные решеточки черной краской, и боковые щитки здесь окрашены в цвет танка, и, по-моему, на настоящем танке они должны быть черного цвета. И давайте я откручу эту модель от подставки, покажу, как она сделана снизу. Но для начала я демонтирую башню танка, и чтобы это сделать, ее нужно повернуть на 90 градусов, найти, где находятся отверстия, и тогда вы легко снимаете башню. И перед тем, как откручивать танк от подставки, я советую всегда снимать башню, потому что на ней очень много хрупких деталей, и по неосторожности вы просто можете их сломать, если схватитесь за не то место. И днище у танка здесь сделано из пластика. И, конечно, хотелось бы больше металла, потому что, когда берешь эту модель в руки, она практически ничего не весит. Вот так выглядит нижняя часть. Здесь указан прототип, производитель Premium Classics, масштаб, и написано, что эта модель изготовлена в Китае. И днище крепится при помощи двух крепежных винтов. И также спереди здесь есть некая детализация защитных элементов. И вы можете посмотреть, как выглядят торсионы. Они вклеены в ходовую часть. И если вы хотите сделать подвеску рабочей, то вам нужно будет как минимум два танка. С одного спилить опорные катки, со второго торсионы и как-то вклеить их в днище модели. И я пока что не видел ни одной модели, доработанной с рабочей ходовой частью. И давайте поставим обратно башню. Тоже нужно немножко наловчиться, чтобы она встала в пазы, но ничего сложного в разборке и в сборке танка нету. И вот так можно посмотреть на
модель еще раз с разных ракурсов. И пишите ваши комментарии, если в вашей коллекции похожая гусеничная техника, возможно, вы приобрели танк в коробочке Start Scale Models. Возможно, вы собирали журнальную технику, дорабатывали ее. Также напишите ваши комментарии, какие танки есть у вас. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заходите на мой второй канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.